Как только выходим, сразу, кому надо, прямо туалет, паспортный контроль туда. Для чего такая площадь? Смотрите, ничего нету, а только огромные территории. Все идут на паспортный контроль. И в ту сторону огромные территории, ничего нет. Как парковка пустая. Прикольно. Прилетели. Отель СПА Гранд Опера. Отель, резорт, везде реклама. Элексус. Гириш Энтранс. На выход. Фу, ну нас потрясло, конечно, в самолетике. Откуда такая очередь-то? Мы одни вроде прилетели. Ну ладно, я никуда не спешу. Вся ночь впереди. В общем, здравствуй, Кипр. Северный, правда, республика. Турецкая республика, Северный Кипр называется полностью. Ну, вот так вот здесь красивенько. Аэропорт Эрджан. Летом, конечно, здесь поприятней, я думаю, все-таки. Прошла паспортный контроль на Кипр. Меня пустили на 30 дней. Здесь прям такое яркое, новогоднее все. Вот сразу duty free по прилету. Табаку. Можно сразу посмотреть, кстати, какие тут цены. Вот кто курит, пожалуйста. 2 упаковки 3000 рублей. Такердак 18. Водка. Водочка 15 евро. 1500 рублей, да? Или это не водка, это раки. Это раки. И это не знаю я, чего это. Вот это здесь дешевле, чем в Турции. Напиточки в суп. Коньяк. 3800. 38 евро, кстати. Хороший коньяк. Этот подороже. Беллис все равно дороже. Не знаю почему. 1600. Водка Абсолют. Всякая с добавками по 14. Ну, это, наверное, не водка, а напиток, да? Немиров за 11. 1100. Я даже не понимаю, как в лирах считать. 500, 5500, нет. 550 лир. 14 Смирнов, но они огромные. Бакарди. Водки здоровые. Марсини 12. Так, ну тут же что, багажная зона у нас, да? Там туалетики, багажная зона. Здесь туристическая такая фигушка, информация для туристов. Куда чего ехать. То есть тут уже сразу и выход, да? Выход с зоны прилета. Получается. Ну, здесь вот только багажные ленты, да, duty-free маленький. Ну, ладно. Все, выходим, да? Выходим туда, где все. Прокатом авто. Очень пользуются здесь люди все. Популярные прокаты авто. Видимо, недорого.
Вот здесь, значит, Таркан будет выступать 31 числа в Конкорде, в отеле. Тюрксель, Кузey, Кибрис тут все берут, а мой работает в роуминге. Но по-другому здесь не работает. Все стоят прокат авто. Смотрите, какой тут нарядный бар. Амбассадерус. Так, наверх лестница почему-то не работает. Там зона вылета, кстати. А если я выйду здесь, как я попаду в зону вылета? Какое тут все нарядное, дорого-богато. Под Новый год уже все украшено. Ну, не украшено, а блестит, я не знаю, так. Офигеть. Зачем мне на выход, если мне в зону этого надо? Как думаете? Практически все то же самое. Ксипхас, это, наверное, автобусы, которые едут в город. В Никосию, или как он там называется. Ну да, такси, тра-та-та, ля-фа-фа. Мне надо наверх, в зону вылета. Местное время сейчас 11:30. Представляете, а мне в 4. Какие-то торговые эти. У меня самолет в 4 утра. 4. Что здесь делать 4 часа? Ума не приложу. Наверное, идти в каком-нибудь сидеть кафе, потом найти опять местный этот. Ну скажите, что, бизнес-зал? И там посидеть, да? Поспать можно где-нибудь. Ну что-то после того полета, блин, она не едет. После того полета я что-то... Как обратно лететь? Трясло. Знаете, как трясло? Вообще страх, конечно, был. Не знаю. Деревенских, как я рассказываю, подходишь к эскалатору, и он начинает ехать. Ножку ставишь, он едет. Вот мы поднимаемся на 2-й уровень, зону вылетов. Это аэропорт Северного Кипра. Акапулько, ай-яй-яй-яй. Акапулько, ой-ой-ой-ой. И чё? И как? А как попасть в зону вылета? Господи, страха-то какой, никого нет. Идем. Идем. Сейчас будем кругами туда-сюда ходить. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, расположено здесь практически все так же, как на... Где? У нас. В Мерсине, в аэропорту. И чё? Какой-то зал. А там еще зал. Отель. Welcome to the Art Hospitality. Боже, куда я пришла? Это же зона вылетов, да? Почему отель?
Ептити. Вот. Назвали аэропорт в честь пилота, погибшего за освобождение Кипра. Что-то мне не нравится, перспективка. Так, билет прямо, фудкорт прямо, хотя я не вижу вообще ни одной еды нигде. Так, чекин там. Информацию, багаж и регистрации там. Туда зона прилета. Уф, и все. Выход. Ржаный аэропорт. Вот такой вот. Маленький. Что я тут буду делать столько времени? Это за пипец. Пегасус. Вон там Пегасус. Туда идти, что ли, распечатать? Там люди ждут. Это туркиши. Распечатка. Жесткие сидушечки. Едальня закрыта. Wi-Fi не видно. Трындец. Короче, не знаю, к Wi-Fi бесплатному он как бы подключился. Поиск сети. Тра-та-та. И ничего не работает. Не знаю, как он работает. Надо сейчас мне с другой связи выйти. Фиг знает. Сейчас я распечатаю себе билетик. Там еще наверх что-то там. Ну вон еще фудзона. Башка ее к другого нет интернета, говорит. Как к нему подключиться, к бесплатному? Не знаю, сейчас буду думать. Все равно делать нечего. Распечатаем талончик. Я нашла кафе-ресторашечку. Посмотрите, как миленько. Перчик есть. Картошечка. Рис. Курочка, манты. И супчик. Пилоты тут набирают или кто? В принципе, можно здесь посидеть на мягеньком сидушечке. Я не знаю, у них Wi-Fi есть. Водичка. Я нашла кафешку. Ну, не скажу, что здесь дешево такая. Уже к Новому году украшенная. С видом на улицу. Тут мягкие хотя бы диванчики есть. И мне подключили Wi-Fi. Слава богу. Вот я взяла перчик попробовать. Они голубцы называют. Курочку, кофе, водичка, булочка. Все по минимуму. Сейчас мы здесь часик перекантуемся. Ну что, времени по местному 2 часа ночи. Тут уже народ приехал на утренние рейсы. Потому что через час регистрация заканчивается. Да, 2 же часа, да, 2. Вот тут очередь. У меня уже посадочный на руках. Тут чем прикольно, что такое новогоднее все. Красивишное. Да? Вот что говорила. Прикольно здесь, что нет внутренних рейсов. Здесь все, вот паспортный контроль сразу. Один выход на вылет. Потому что, летают только за границу. Остров же.
Кипр. Вряд ли здесь пафос летает. Хотя хрен его знает. Но тут нет названия International. Тут все летит в одну сторону, мне кажется. Ну, по крайней мере, паспортный контроль в одном только месте. Фиг знает. Вот. Ну что, наверное, сейчас пойдем проходить паспортный контроль на вылет, потому что я надеюсь, что там кроме зоны duty-free есть где посидеть 2 часа. Народ особо не спешит. Ну что, удачно меня выпустили с Кипра. Прошла паспортный контроль. Все тут так быстро, господи. Я как вспомню наш аэропорт. Пока дойдешь, пока найдешь, пока очередь отстоишь. Тут прям чик-чик. Так, вот они. Вылеты какие. В 3 часа ночи в Стамбул. 4:25. Сабиха Гюкчен, тоже Стамбул. В 4:40 Чукурова. Ну что, здесь, мне кажется, побогаче дьюти-фри. Вот кремики Лацетана. Косметика очень хорошая, я ее знаю. Но не гуманно. 81 евро. Так, это от Солнышка тут все. Тоже, наверное, примерно такие же цены. Так. Тоже Лацетана по 80 еврошков. Парфюмы. Ассортимент побольше. Может, тут селедка есть? 11. Ну, что это такое? Не знаю. Для тела, наверное, что-то. 8 евро. Кремики 30, 18. Ой, не знаю. Расчесочки, щеточки, кому надо. Всем привет, это я там. Парфюм. Так, 20 евриков. Что-то тут засвечивается все, да? А что я вижу? Майкл Корс, сумочки. Ценников нет. А может, есть. Сейчас вот под такую сумку садовод давно-давно косит. У нас на Валбересах полно. Ну, никто не скажет цену. Как-то это. Вы видите цену? Я что-то слепая. 350 евро. Пожалуйста. Шопер небольшой. Мягкая, конечно, классная кожа. Ничего не скажешь. Шоперы. Майкл Корсы. Кошелечки маленькие. Сумочки такие. Фигулинки. Пожалуйста. Посмотрим цену, да? 225 евро. 20 тысяч. Майкл Корс. Маленькая. Театральная сумочка. Красиво. Дорого-богато. Европейское все. Самсонайты. 100 лет не видела самсонайт. Рюкзачок. Самсонайтовский. Вечные они, конечно. Практически. Ну, лет на 20 хватит, если не кидать. Видите цену? 225. 20 тысяч. Не такой уж и большой рюкзак. Ну, в принципе, ручная кладь, да? Да. Помню, он у нас продавался году, это в 2000-м спокойно в торговом центре. Самсонайт. И цены были, ну, были, конечно, но сейчас не сравнится. Я хочу цену. То, что он 1,5 килограмма, это замечательно. Но где цена? Нет. Не порадует. Ну, он, собственно, такой же, как тот. Вот прикольные эти пластиковые, да, чемоданчики. Ой, Лимонлу. 199.
евро. Чемоданчики. Цвета, конечно, охрененные. И по качеству они очень приятные. Здесь просто какой-то, не знаю, шопинг-центр. ЦУМ. Самый настоящий. Дакни фирма. Киплинг. Дакни костюмчики. Маечки со штанишками. Или отдельно. Дакни. Да. Фурла сумочки. Бочонок такой интересный. Фурла. Я, конечно, сразу к ценнику. Извините. И не вижу, нет цены. А вот она. 266 евро. Бочонком. Фурла. Calvin Klein. Гант. Дизель. Маечки, штанишки. Модные, современные. Ну, он побольше, побольше. Сип-салон. Прямо, что ли, лаунж. Туда тоже можно сходить. Еще проходка есть. Сип-салон показывает прямо. Куда там прямо? Не знаю. Ну, может быть, залов ожидания много. Ну, в смысле, мест ожидания возле гейтов. Гранд Опера, отель и спа. Все такое богатым пахнет тут очень, понимаете? Вот такие огромные краны. Сам он, конечно, огромный. Воздуха много. Кондиционируется. Ну, тепленько. На улице 9 градусов, здесь тепленько. Ну, никого нет, конечно же, еще. Ночь-полночь. 2 часа ночи. Это мы уже в международной зоне находимся. Так. Тут вот утренние рейсы вот такие вылетают отсюда. Анталия. Чукурова, Газиантеп, Стамбул, Сабиха, Гетчен. Я пока вижу только все турецкие. В Турцию отсюда только летят. Такой маленький магазинчик. Да, много-много гейтов, много места. Ну, побольше он, чем Мерсинский. Во сколько? Ну, там внутренние еще, правда. Мы ж не были во внутренней зоне вылета. Если соединить... Ну, раза в 2 здесь, наверное, больше, да? Места. Наверное, да. Ой. Реклама концертов вовсю. 31 числа. Здесь прям вот звезды все приедут. Ну, все. Некоторые. Lexus этот все рекламируют. Дорогой, наверное. Так. Я как-то не по-местному. По-русски. Как это? По-индийски. Корова индийская. На этом. Вокруг обошла, не с той стороны, короче. Ну и вернулась к началу. Вот здесь вот, где этот duty free. Магазины, только в другой стороне. Что у нас тут есть? Тут вот есть какие-то сувениры. Кипрские, интересно. Да, кипрские сувениры. Вот такие вот тарелочки с чашечками кофейные. 19 евро. Такой кошелечек есть. 2,5 евро. Не хочу что-то никакие сувениры. С карты. Вот это прикольная чашечка, конечно же. Охра, 7 евро. Такая.
Не знаю, что это, соусница, не соусница. 12,9 евро. Наверное, много. Здесь вот так стилизовано под народные промыслы. Под тележку такую, да? Ох, какой глаз огромный. Точно никогда никто не сглазит. 25 евро. Лампа масляная. Цены нет. Конишки. Гранат, смотрите. Как будто бы гранат, да? Внутри Кипр. Карта. Пасека. Здесь так можно гулять между прилавочками. Туда-сюда. До хрена. Вон магнитики. Кипрские. Я сюда, наверное, весной приеду, в мае. На Кипр. Где-нибудь в городе купить идти надо. Ну что, куда это? 3 евро. 300 рублей. Это вот фигулечка. Красивая, конечно. Морской конек. Кто знает, что такое хелями? Оно в холодильнике. Это пельмени, что ли, типа? Какие-то. 13 евро. О, еда. Красная икра. 14 евро. Маленькая баночка. Сырки. 6,3 евро. Сыр твердый. Маленький кусочек. 16 евро. Ёп. Извините. Масло подсолнечное. Вот зачем надо на Кипр приезжать. Ну, только, конечно, не рядом с Duty Free в аэропорту. Твердые сыры тут есть. Колбаска какая-то, не знаю, вкусная, невкусная. Свиная. 11 евро. Слюни потекли. Вот, твердый чеддер. 7,50. А в городе, наверное, 3. Точно надо сюда приезжать. Камамбер. Да? Камамбер. Кусочек 7,75 евро. Середа. Маринованные сосиски. 6 евро. Я такие ела когда-то. Венгерские типа, да? Это у нас... Вот как раньше была в баночках. Уронила там ветчину. Всякое варенье или это соленье. И соленье, и варенье. Все вместе. 22 евро. Ну, господи, ну куда же такие цены-то? Ладно, поворчу немножко. 13 евро варенье. Так, оливковое масло местное. 10-17 евро. Вон оливки черные. 8 евро. Ну, слушайте, ну в Турции же такие же, только дешевле. Да. Чашечки, тарелочки. 4, 10, 11 евро. 19. Это, конечно, красивая штука. Тяжеленькая. 19 евро. Нравится мне украшенное. Все такое уже. Новый год. Здесь чувствуется. Вот так съездишь, и Новый год сразу в душе уже. Так, вот он, Duty Free местный. Сейчас зайдем, посмотрим цены. Я все по магазинам соседним хожу-брожу. А, нет, это все Duty Free. Чиво, Стрит Лейбл. Нет, чтобы маленький коньячок тут был. Это я уже внутри Duty Free хожу. Ну, с другой стороны зашла, с кассы. По полям. Красный трактор едет. Мармеладки, харибки. Маленькая 11 евро. Наборчик. Ой, шоколада сколько же, господи, тублерон этот огромнейший, 13 евро. Просто есть не переесть полгода его. Дубайский шоколад. Сколько он стоит? 14 евро. Стайл Дубай. Значит, не Дубай. Подделка. Ой, это коктейльчики в шоколаде.
Бутылочка, а в ней внутри настоящие коктейльчики. Вон много бутылочек. 15 тоже раньше, помню, были у нас. Завозили раньше в Москву такое. В 2000-х годах. Киткатов каких только нет. Киткат. Киткат. Огромные шоколадины. 3 штуки за 35 предлагают. С фундуком, с арахисом. Нестле. Я здесь уже сколько нахожусь. Уже вышла с Кипра, можно сказать. А мне моя российская связь прислала: добро пожаловать на Кипр. Ну ладно. Он огромный, слушайте, тут такой. Смотрите, магазины тут есть. Ой, магазины. Фу, игрушки детские, сумочки какие-то такие полутрепишные. Ну, летние вариантики. Так, я даже не знаю, в какую сторону пойти-то. Вот эти симпатичные. Ой, мягенькая какая, классненькая. Сколько стоит такая штучка? Бесценная. Наверное, общая цена где-то должна быть. Но нету. Мягенький, приятный. Смотрите, местный. Цены на алкоголь. Джек Дэниелс 48, 31. Я в них не разбираюсь. 33, 25. Чем они отличаются? Вот это я знаю, виски. White Horse 25. Ром, да, Капитан Морган. Ром 10. Ну, 10, кстати, недорого. Да? Крафтерс какой-то. Я не знаю, что это такое. Это сироп. Да, ой, это фу, сироп. Ликер. 34. Абсентик на ликерчике. На коктейльчике. Что у меня с речью-то? 35,5. Раки. 2 бутылки 31. 3000. Ну что такое? Шотландский виски. Лейбл 15. Олд Вирджиния 9. Скотч Блю 13-летний 64 евро. Ирландский виски 27. Коробочки 44. Что-то запись тормозит. Ну вот коньяки. Мартель 18,50. Такса это 23. 2300 евро. Курвуазье 46, да? 39. Соповские. Иксо 17. 18. Что это за коньяк такой? Баррель, не знаю я такой. 17, недорого. Хьюго Босс. Том Форд 222. Ну да, 22 тысячи рублей, 30 тысяч рублей. Бербери. Понюхаем. Вот эту. Не куплю, так побрызгаюсь всем подряд. Такие запахи стоят, все мимо проходят надушенные. По 5, по 10 ароматов на каждом. Тиффани. Ну, когда еще Тиффани-то ты понюхаешь? Весь выбрызгали. Ой. Пахнет вкусно. Тиффани. Слушайте, ну парфюм. Опять Майкл Корс парфюм. Запахи, конечно, здесь стоят вкуснейшие. Все красивое. Все классное. Пакурабан. 116, 100. 90, 111. Курабан. Так, ну я немножечко отоварилась. Огромная зона, конечно, покупок. Пытаюсь найти. Босфор, вот он. Лаунж спа.
Здесь подождать хочу. Говорит, выпивка, здесь и еда есть. Потому что мой вылет внизу, я пойду посижу здесь. Отдохну. И не попала я в вип-зону, мне разрядился телефон, на котором код. Тут сижу. Вот заряжается. Слава богу, здесь зарядки есть. Ну, конечно, засвечивается. Почему-то непонятно. Вот люди в шубах. А я в рубашке. 7-й гейт буду выходить. У меня 2 окна. Почти те же места. На ряд вперед. 2 окошка буду любоваться. Рядом с крылом. Вот так, такой же самолет точно. И летим наконец-то домой. Мерсин. Судя по всему, вот это Никосия сама. Что она так близко к аэропорту, что ли? Это вообще море уже, по-моему. Ничего непонятно. Корабли, что ли, внизу? Видимо, да. Ну, город вроде да. Ой. Здесь, конечно, охренеть. Самолет болтанка. Господи. Ай! Воздушные ямы прям сразу на взлете. Страшно. В облаках. Охренеть. Это мы уже море пересекли. Подъезжаем к Мерсину. Даже не определено. А как красивенько. Это, по-моему, район порта. Все, мы приехали. Мерсин. Ура. На выход. Сели хорошо. Взлетали плохо, сели хорошо. Все, Чукурова Интернешнл аэропорт. Пока я иду на стоянку, рассказываю, зачем я сюда ездила на несколько часов. За заветным штампиком в паспорте, что я приехала сегодня, потому что в Турции... Так, я забыла номер столба. Полгода только действуют заграничные права. Чтобы мне спокойно дальше ездить, у меня в паспорте должен быть штампик, что я приехала не позднее, чем 6 месяцев назад. Вот, у меня 22 декабря было бы 6 месяцев, но чуть-чуть раньше съездила. Штампик получен, въехала, вошла спокойно. В общем, миссия выполнена. В 6:44 утра я в машине. Все сложила. Все, сейчас оплачиваю и до дома.